Можно сказать, что сейчас ключевая тема в вопросах цифрового мира, искусственного интеллекта – это насколько мы защищены от просмотров наших личных переписок, фото, ну и вообще всего того, что можно отнести к конфиденциальной информации. Довольно любопытная история сейчас развивается с Инстаграм. Инстаграм многих интересует, такая любимая площадка. Тем не менее, давайте учитывать некоторые события. 8 мая 2026 года Инстаграм полностью отключил опцию сквозного шифрования. Если в это трудно поверить, то уж напрягитесь. В личных сообщениях теперь ничто не шифруется, по сути они могут следить за всем, что вы там выкладываете, пишете, личные переписки. Раньше это было доступно как opt-in, ну то есть как определенная опция. С 2023 года нужно было вручную включать в каждом чате. Теперь Мета видит все: текст, фото, видео, голосовые. Официальная причина, конечно же, у этого есть, друзья мои, и Мета это так объясняет, очень мало людей пользовались, то есть закрытыми чатами. Ну, это, кстати говоря, этому уже много уделяет внимания сейчас. И Павел Дуров, это вызывает большой отклик, внимание у людей, то, что вот он защищает зашифрованные, закрытые такие приватные чаты. Кстати говоря, частенько высказывается, что он чуть ли не единственный, кто это пока что сохраняет. Ну и до него доберемся, посмотрим, какова там ситуация. Но вот, в частности, Инстаграм эту ситуацию, не скрывая, официально заявляет, что никакой у вас приватности больше нет. А больше, ну еще раз, да, повторюсь, они сами сделали эту фичу скрытой, не продвигали, не включали по умолчанию, а потом сказали, мол, никто ее не юзает. То есть никто не пользуется, мол, там очень мало запросов на это, поэтому мы это убираем. Но на самом деле это выглядит так, что Мета получает доступ к контенту для модерации, выполнение запросов властей, естественно, тот самый, как говорят в русскоязычной среде, товарищ майор все теперь может видеть буквально насквозь, но они это объясняют так, что им это просто нужно для обучения своего искусственного интеллекта. Тоже довольно старая тема. Это еще начиналось, когда электронные почты так активно развивались, входили в моду, и поднимался вопрос, даже на уровне скандалов это было, что люди замечали, что когда они что-то, переписку какую-то ведут, то им в дальнейшем реклама выпадает, ну, явно учитывая их интерес. То есть это касалось ни Ютуба, да, никаких таких площадок, которые, в принципе, предполагают алгоритмическое сопровождение, когда выясняется, зрителя выясняется интерес, автора, а там личные переписки. И личные переписки, потом под них подгонялась реклама какая-нибудь, ну то, что вы обсуждали с кем-то, переписывались. И это вызывало вопросы, тогда, вот насколько я помню, это ответ находили такой, что, мол, это никакие люди не смотрят, это просто там сами алгоритмы, они как-то вот это выясняют, в общем, это дело в вас, это как-то вы сами так выдаете свои интересы. И вот, похоже, имеет это развитие, причем то было достаточно давно, а сейчас уже в открытую нам с вами говорят, что... Ну, скажем так, уже теперь от обратного. То есть они не скрывают, да, мы все, что у вас есть, читаем, но это для того, чтобы научить алгоритмы. То есть если раньше на алгоритмы все сваливали, теперь сваливают на алгоритмы, но только тогда алгоритмы типа читали, а кто-то там, рекламодатели пользовались, то теперь уже, условно говоря, начинается с того, что люди читают, ну, для того, чтобы алгоритмы научить. И как-то вот интересно, поменялся такой тренд этого объяснения. Особенно удобно под новый американский закон. Это, естественно, не на пустом месте. То есть это не просто они обнаглели и начали таким образом высказываться. Не так давно вышел новый закон про дипфейки. И этому, конечно же, были основания, потому что много было достаточно серьезных скандалов, нарушений конфиденциальности, той самой какой-то личной тайны, но, скажем так, не вторгались люди, пользователи обычные, а с помощью искусственного интеллекта начали создавать дипфейки достаточно то есть известных людей, просто каких-то конкретных людей, не говоря уже о том, что и несовершеннолетних, и при помощи генерации видео делали, ну там, в общем, много чего делали, то, что запрещено делать. И вот, собственно говоря, из-за этого вышел закон, который уже запрещает подобную деятельность в Соединенных Штатах. Это достаточно свежий такой закон, давайте его тоже вспомним, о чем он говорит. И здесь суть в том, что этот закон призван, естественно, защищать конфиденциальную информацию, но совершенно откровенно, в частности, Инстаграм это использует в своих личных целях. А закон звучит следующим образом. Принят он был в мае 2025 года, подписал его Трамп 19 мая. Он запрещает распространять
неконсенсусные и интимные фото и видео, включая дипфейки. Платформы должны за 48 часов удалять такие материалы по жалобе жертвы. Срок на внедрение до мая 26-го. Ну, естественно, подвох в том, что закон про удаление по жалобам, а не про сканирование всех сообщений подряд, то есть просто всех. То есть такое впечатление, что оттолкнувшись от этого закона, они занимаются примерно тем же самым. Какие-то ваши личные переписки, я не знаю, фотографию врачу вы какой-нибудь, не то, что не хотели бы, чтобы другие увидели, будет публиковаться, были когда-то уголовные дела, вот в России было дело, ну тоже такое сомнительное, резонансное, когда человек там внучку или дочку, ну короче говоря, для врача фотографировал, там обнаженный, потому что надо было, и дело даже заводили. То есть, да, вот до такого доходило. То есть, на этот вопрос можно посмотреть с разных сторон. И здесь суть получается, что модератор получает возможность доступ просто к реальным фотографиям людей, там, я уж не знаю, да, в каком виде, в любом виде, к личным перепискам, но с целью бороться, видимо, с чем-то этим. Мета использует как удобный предлог, чтобы оправдать отключение шифрования, мол, теперь легче модерировать. Хотя на самом деле они просто хотят видеть ваш контент, ну дальше уже, как говорится, тут только можно фантазировать, с какой целью они этого хотят. Я вот, еще раз, я могу предполагать все что угодно, но давайте, у меня привычка есть такая, предполагать, начиная от худшего. То есть я предполагаю тех самых, кто может быть, ну давайте вот представим себе, что именно там среди модераторов работает тот, кто использовал дипфейки, ну вот увлекается он этим. И вот по странному стечению обстоятельств он будет работать вот этим же модератором, который снимает, имеет право снять шифрование с ваших личных переписок, с ваших личных каких-то фотографий, за которые, кстати говоря, бывало такое, что и жалобы пишут, я как блогер говорю, не со всех площадок, не все можно отдавать для публикаций. Вот очень важный нюанс. Может даже получить было бы жалобу, у меня такое бывало, потому что ну, в плане расследования, сейчас объясню ситуацию, какая была, я даже вам могу сказать, Седокова, вот некая есть такая певица, я ее рассматривал по делу криминальному гибели Яниса Тимы, ну и, естественно, фотографии. Ее, когда веду, да, то есть что-то монтируешь. Я уже боюсь вообще монтировать что-нибудь, потому что она публичная личность, она известна. Есть фотография, где она там стоит на сцене, условно говоря, ну, она типа певица. Еще Сами Ладзен там начинала, то есть вот это из этого коллектива. И она мне присылает жалобу, он мне прислал жалобу, попыталась страйк, я его еле отбил, из-за того, что фотография, которую я взял, у нее была в Инстаграм. Хотя она абсолютно в сети, везде доступна, она стоит на сцене, никакой здесь даже привязки, я поэтому и смог отбить ее страйк, потому что ну, не было очевидной привязки к тому, что это какая-то индивидуальная фотография, то есть она в общем доступе, она везде в интернете, но я вообще могу смело сказать, что это я фотографию сделал где-то на концерте. То есть ну, практически недоказуемо то, что это ей принадлежит, но я к чему веду? К тому, что она давила на то, делала основу на то, что это было в Инстаграме и не для публичного. То есть это ее страничка там где-то, может она закрытая была страничка, ну то есть она может что-то сказать, насочинять, не для распространения. То есть она не давала права типа на распространение. И до того, как уже пошла диалоговая такая полемика по поводу того, что я начал отстаивать свои права, что это все в доступе, до этого YouTube это воспринял очень всерьез. То, что это чье-то где-то у нее, вот Инстаграм, то есть ну какая-то площадка, она выкладывает, но ты не имеешь это право себя перевыкладывать, если ты у нее не спрашивал разрешения. Имеешь, когда в новостях, в СМИ, я так на всякий случай уточняю, когда это действительно уже популярно, когда это уже расходится, когда это легко доступно в открытых источниках, это другое. Когда же в Инстаграм, то у меня чуть не проблемы не появились из-за того, что я взял эту фотографию. И теперь смотрите, на этом фоне кто-то может заходить, брать фотографии, причем открытые, не открытые, закрытые, частные, индивидуальные. Ну, да, то здесь суть в чем? Я в данном случае выступаю примером того, как, если я это начал всем показывать, но все, каждый из вас, это и есть проблема. То есть проблема не столько во мне, а в том, что люди получают доступ к тому, что ну, могло бы быть закрыто, засекречено. И вот если какой-то один человек, вот не всем вам я показал, а просто кто-то зашел к ней на страницу и посмотрел то, что она не публиковала. Ну, по сути же, это то самое и есть. То есть залезть в ее индивидуальные переписки, индивидуальные фотографии. Ну, не всегда все такого. Я как пример, конечно, привел. Она у меня под серьезным сомнением по поводу достаточно тяжкого криминального дела. Но как пример того, что вроде как относится к площадкам серьезно, больше того, мне попадалось, ну, так как интересуешься этими вопросами, брать что-то с площадки или чаты какие-то, это, ну, в общем, не очень разрешено, потому что каждая из площадок имеет также своих
владельцев, даже оформление, это интеллектуальная собственность. Многие публикуют там, вот там взято из такого-то чата, например, в Telegram. По идее, будь желание у владельца Telegram, там, не знаю, Павла Дурова, он мог бы и жалобу прислать на такие вещи, ну просто кто станет такими мелочами заниматься, по идее, это тоже нарушение. И вдруг на всем этом фоне, вот того, что я сейчас говорю, то, от чего уже голова лопается, изучить все эти тонкости, нюансы частной собственности, частной переписки, мы получаем с вами на фоне закона, который пытается защитить ваши права, мы получаем действие мета, которое вот такое впечатление, что просто сходит с ума. Еще раз, они совершенно откровенным текстом признают, что они это делают, обвиняя, с одной стороны, самих пользователей, ну это был мало кто пользовался. Хочется сказать, что даже мало, это все равно люди. И плюс отталкиваясь от закона, который запрещает публиковать фото индивидуальные, они лезут в эти фото индивидуально. Довольно любопытная ситуация, не знаю, видите вы. Мне показалось, что это довольно серьезное событие в мире тех самых цифровых новшеств, того, что происходит, в котором мы живем в этом мире, насколько мы с вами защищены. Давайте это дело пообсуждаем.